Добрый день. Меня зовут Светлана Крылова, я психолог, и в последние несколько лет я помогаю людям, которые вышли из сект и деструктивных культов. Я сама была свидетелем Иеговы на протяжении 10 лет, и потому не понаслышке знаю те переживания, с которыми могут сталкиваться люди, которые вышли из подобного рода групп. Сразу оговорюсь, мне не нравится слово «секта» из-за его негативного окраса, и я его применяю, в частности, в названии этого ролика, потому что у людей подобного рода группы ассоциируются именно с терминами секта и культ. Но об этом позже. А сейчас, как же выйти из секты? На мой взгляд, можно выделить три возможных варианта. Первое. Вы окончательно выходите из группы. Вы перестаете посещать их встречи и прерываете контакт с ее членами. В это время важно найти людей или человека, который вас поддерживает и принимает без осуждения. Также провести собственное исследование. Информация– это та самая база, на которой вы будете строить дальнейшую жизнь. Необходимо развить критическое мышление путем сбора и переработки информации о методах вербовки конкретно вашей группы, методах манипуляции, контроля, который в ней использовался. Также, возможно, в вашем городе есть группа людей, которые вышли из такой группы и могут поделиться тем своим опытом преодоления каких-то проблем. Или же вы можете обратиться за помощью к психологу. Второй вариант, он более щадящий. Вы можете продолжать ходить на встречи группы, общаться с ее членами, но параллельно производить собственное исследование. И таким образом вы будете строить новый дом своих убеждений, и после того, как он будет построен, вы сможете переехать в него и уже после этого разрушить старый дом. И, конечно, вы можете испытывать обиду, злость или чувство вины, гнев, разочарование и так далее. И со всем этим можно будет работать. Но для начала вам как раз нужно построить тот самый базу, фундамент, после чего уже будет легче работать со всем остальным. Поскольку из опыта своей работы я знаю, что есть люди, которые вышли из культа 10-15 лет назад, но они все еще где-то глубоко продолжают думать, а что, если это правда? И порой они винят себя за то, что они ушли. То есть что, если это правда? Что, если все, о чем говорил лидер и публикации этой группы, это все правда? И человек совершил ошибку, что он вышел. Именно эти мысли мешают человеку жить настоящей, наполненной счастливой жизнью. Поэтому сначала информация и составление своего персонального мнения о том, что там произошло. И далее все остальное. И третий вариант, он прозвучит парадоксально, но это тоже ваше право. Если вы произвели уже персональное исследование, и сопоставили все факты, и проверили все сомнения, вопросы и противоречия, которые возникают у вас или о которых вы ранее задумывались в отношении той группы, в которой вы состоите или состояли, и вы все-таки думаете, что вы будете по-настоящему счастливы только если вы будете в этой группе, тогда вы можете продолжать посещать встречи и быть, быть в этой группе полностью. То есть именно то разделенное состояние, те сомнения, которые мучают человека, не дают ему быть счастливым в жизни. Если вы провели исследование, вы искренне верите, что эта группа, вам нужно там быть, будьте там и найдите там свое счастье. Если же вы провели исследование и вы составили свое персональное мнение, не потому что кто-то об этом сказал, не потому что лидер сказал, или те дорогие вам люди, которые в этой группе вам сказали, и потому что вы сами берете на себя ответственность за свое решение, и вы хотите быть там. В итоге, какой бы вариант вы ни выбрали, главное, чтобы вы были счастливы в нем. Поэтому выбор всегда за вами.
Спасибо. И также, если вам нужна, необходима будет помощь, то можете обратиться ко мне, и я с радостью вам помогу. Всего доброго и хорошего вам дня. До свидания.